Всем привет, дорогие друзья! Подготовка к старту Elmore Lab X1, который за 2 с лишним года заново пройдет путь игры от C1 до C5, идет полным ходом. Мы уже рассмотрели отличия танков, луков и ножей в C1, и теперь пришло время магов и суммонеров. Напоминаю, что играть в Lineage 2 лучше на официальных серверах, где установлены самые актуальные обновления. Сделать это можно по ссылке в описании. Переходи и получай бонусы для новичков. Ну а это видео сделано для тех, кто хочет узнать, какие классы были наиболее актуальны в условиях обновления C1 и насколько там отличались их умения и геймплей. Но сначала приглашаю подписаться на каналы Хели Шиза и Тошиба, которые очень помогли с информацией для многих классов. Ссылки на каналы ребят в описании. Также приглашаю подписаться на мой телеграм, где я постоянно буду разыгрывать сувенирные пушки из Lineage 2. Ссылка в описании. Начнем сегодняшний обзор с магических классов. Маги на C1, как и в большинстве обновлений, являются очень комфортными классами. Тем не менее, в C1, в отличие от других обновлений, они будут куда менее имбалансны. От других хроник обновлений отличается тем, что тут нет татуировок и СА, что очень больно бьет по магическим классам, которые не смогут разогнать скорость каста. К тому же в магазине нет банки Акумена, что создаст большие трудности, и бегать вы чаще всего будете с низким каст-спидом. Учитывая, что касты в C1 часто сбиваются, а откат не позволит сразу же кастануть этот же скилл, многие классы в PvP против магов получают очень хорошие преимущества. Также в C1 еще нет бонусов от Б-сетов, что заставит даже на хай-левеле бегать в Кармиане, а вместе с отсутствием полоски ЦП это делает магов очень тонкими на хай-левеле. Да еще и скиллы магов учатся максимум до 56 уровня. Постоянной болью будет проблемы с МП и ее регеном от того, что нет пассивки Светлый Разум, восстанавливающий МП при ходьбе. И конечно же помним про отсутствие многих умений и магических оверхитов как таковых. В результате магам в C1, чтобы быть топ-классом, нужно иметь КП с хорошим саппортом и сильно страдать от отсутствия на прайме кого-то из членов группы. Суррендеры в C1 кастуются значительно медленнее и имеют рейндж не 900, а 600. Также имеется отличие по уровню прокачки, их всего 2 на 40 и 52 левеле. У Сорка, у единственного суррендер, начинает качаться на 25 левеле и второй раз, как у всех, на 52. В результате в бесслиповом бою этот скилл можно будет просто убрать с панели, а использовать его выгодно лишь на иксованных мобах, но даже это не особо спасает ситуацию. Скорость прокаста и рейндж просто не дают шансов удобно использовать его вовремя и к месту. Сила у суррендера 15% на первом левеле и 20% на втором уровне умения. Но зато затраты маны на него в C1 минимальные, но в C3 у суррендера и у основного нюка затраты маны сравняются. Еще одной важной для магов особенностью C1 является имбовая защита щитом. Под блеск щитом от 56 ЕЕ и ПП шанс удара стрелы в щит в лицо 100%. Жаль, только у ЕЕ нет умения усиленная блокировка на силу блока. Механика такая, что ваншотов в щит нет, даже если стрелять с бопа в D-грейд робу, если щит хотя бы мид-C грейда. Поэтому наиболее предпочтительным на PvP всем магам нужно будет брать однорук плюс щит, а не двуруки, как это делали на классике. Также важно упомянуть, что инт напрямую не влияет на шанс наложения дебафов, кроме психических. На дебафы влияет сама маг-атака, которая, конечно, также зависит от инта и, конечно же, соски. Они увеличивают один из параметров в формуле в 2 раза, но поскольку в формуле около 7 разных параметров, то на равных уровнях атакующего и цели их вклад в шанс прохождения небольшой. Но вот когда при большой разнице в уровнях остальные параметры стремятся к нулю, соски по-прежнему дают x2. В результате даже первопрофные дебафы с сосками неплохо проходят на хай-левельных персонажей без резиста. Теперь по каждому магу по отдельности. Некор, как и все люди, довольно сбалансированный по статам класс. Имеет хорошую маг-атаку, но при этом не сильно страдает от недостатка здоровья. Тем не менее, в C1 Некор будет не так хорош, как все привыкли видеть этого жирного мага-самонера. Все самоны в C1 отжирают 30% опыта у хозяина.
На первом же уровне призыва порочный тратит 9 декри за призыв, воскрешенный 15 декри, да еще и все саммоны исчезают через 20 минут и их нужно перепризывать и забафывать. Курсет мэна в C1 нет. Качаться через саммона будет очень сложно, поскольку в C1 нет сосок для питомцев и бафа вампирика. С учетом стоимости и не очень большой полезности, саммоны некро скорее всего в ПВЕ будут призываться очень ситуативно. Но вот в ПВП будут очень полезны благодаря трансфер-пейну. По нюкам все как обычно, за исключением того, что проклятая кость не продается у NPC, а только выбивается с нескольких видов мобов, что делает очень накладным кач через Dead Spike. Взрыв трупа по урону бьет как обычное АОЕ любого стихийного мага, а не как урону Dead Spike. Кач через взрыв трупа осложняется и тем, что в C1 в принципе нет мобов с 1-2 хп. КДЛ слаб до C3 и составляет x1,5 к урону от Dead Spike при 1 хп. А учитывая, что каст у вас будет медленный, кач на КДЛ будет очень рискованным и может уходить в минус по процентам. К тому же у некро низкая скорость бега, поэтому сложно будет убежать от паровоза или же догнать кого-то в ПВП, если противник решил убежать. Еще один минус в масс ПВП для некро — это то, что от тьмы резист появляется очень рано, на 43 уровне у СВС. Из плюсов у некро есть трансфер пейн, поэтому выживаемость в ПВП все-таки будет хорошей. Для ПВП также есть 30-секундный слип, который можно накладывать, не дожидаясь, пока упадет предыдущий, да еще и он не сбивается дотами. А еще есть паралич на 2 минуты и, конечно же, сало, как контраргумент любой робе. Также у некро у единственного из магов есть фир, однако все фиры работают только в ПВЕ. В C2 у некро появится умение проклятие болезни, а в C3 массовое замедление. В целом, некр не самый простой маг для игры на C1 со своим специфическим ПВЕ, но зато хорошим набором дебафов. Следующий маг в обзоре — это Сорк. Имеет средние статы среди магов, как человек лучше других защищен от станов, но имеет низкую скорость бега. Главное преимущество этого мага — это, конечно же, раннее появление массового умения Blazing Circle, что дает возможность влиться в АОЕ кач с грамотно собранной пачкой для париков и взлететь по скорости прокачки над остальными. Power Blazing Circle чуть больше половины от проминенса, то есть если два сорка будут бить этой массухой, то урон будет чуть выше, чем если бы они по каждому мобу били соло-нюком. К тому же у сорка можно сказать две массухи, в отличие от других магов. Конечно, ближе к 50-му Flame Strike будет фейлиться почти каждый раз, но в условиях X1 путь до этих уровней может занять несколько месяцев. Однако важно отметить, что удобных кучек мобов в C1 нет, поэтому парики придется собирать самим. Даже в орк-бараках с этим все плохо, очень многих мобов придется ударять вручную, чтобы собрать парик. Также нет и мобов с 1-2 хп. Поэтому сейчас сложно сказать, будет ли вообще у вас желание искать АОЕ кач. Стоит упомянуть еще и проклятие яда и массовый яд. Как ни странно, но даже учитывая, что после второй профы они не качаются, все равно они будут полезны, если в пати нет тех, у кого яд более сильный. В C1 максимально до чего дойдут люди, это 58-60 левела, где хп у всех очень мало, а яды, как мы знаем, бьют фиксированными цифрами. Если говорить про ПВП с использованием ядов, то, конечно же, скилл разложения, имеющий стихию земли, в этом лучший. Но если еще кинуть и проклятие яда, то выжить сопернику будет крайне сложно. Разложение не снимается ничем, кроме кэнсела, и не резистится. Хорошо работает в связке с суррендером СПС, повышающим шанс наложения. Также важно сказать, что у Сорка, единственного из всех магов, качается концентрация, что будет полезно как в ПВЕ, так и в ПВП. Сбить каст у Сорка становится в разы труднее, а это очень актуально на C1, где медленный каст и луки смогут сбивать половину нюков магов. По отсутствующим в C1 умениям можно сказать следующее. Отсутствует скилл Огненный Дождь, его дадут только в C3. А также нет важных, добивающих малозатратных скиллов Aura Bolt и Energy Bolt.
Стоит упомянуть, что Prominence в C1 не имеет привычной анимации и выглядит просто как Blaze. В целом, Сорг это отличный класс для партийной игры и кача через масухи. У него есть все для комфорта в ПВЕ. В ПВП Сорки чувствуют себя очень хорошо благодаря имбовому слипу, который быстро кастуется и потом не сбивается ядами. Также есть массовый слип и сияние ауры, у которого не режется урон в ПВП на 50% вплоть до C4. Но самое страшное оружие это Cancel. На C1 он снимает абсолютно все бафы и дебафы со 100% шансом. У меня есть отдельное подробное видео по механикам работы Cancel в разных обновлениях, можете найти его на канале, так же как и совместные с мастером Томой ролики по другим механикам. Далее рассмотрим СХ. Как и везде, СХ имеет хороший урон. Это хорошо проявится на каче в C1, где СХ часто будет тратить на один нюк меньше на каче по сравнению с другими магами. Это топ ДД для соло игры или связки СХ плюс ШЕ, чтобы можно было быстро выкачать левел. Большим плюсом для ПВЕ является наличие БТМа, что позволит гораздо реже садиться на реген и если нужно слиться на КДЛ. Кач на КДЛ будет очень рискованным и не таким эффективным, как все привыкли, поскольку до C3 его максимальный урон x1,5 при 1 хп, а низкая скорость каста заставит вас постоянно быть в большом напряжении. Скорость каста также затрудняет заслипать цель первой, а значит существует высокий шанс сбить СХ каст и убить. Также из минусов можно отметить, что зарезиститься от ветра можно легко за счет бафа ШЕ 44 уровня. О прокачке через Dead Spike можно даже не думать, поскольку проклятая кость не продается у NPC, а значит использовать ее будет очень накладно. Потенциал СХ будет раскрываться с ростом уровня. Маг-атака там будет все более высокой, а вместе с ней будет расти и шанс прохождения дебафов. Против всех магических классов СХ имеет имбовое сало, которое в C1 висит 2 минуты, что в случае прохождения значит автоматическое поражение соперника. Против физов есть слоу, однако отсутствие дисбалансного кэнсела, конечно, является большим минусом. Интересно, что Surrender to Wind не качается у СХ, а качается он у Сорка. У СХ есть только Surrender to Poison. Из отсутствующих в C1 скиллов можно назвать Shadow Spark и Shadow Flare, который имеет оверхит. Стоит упомянуть, что на C1 Хурикан выглядит как твистер, но его анимация намного больше, сам скилл собран качественнее и траектория прокрутки звезды при касте имеет не фиксированное положение, как в C3, а зависит от положения персонажа. Резюмируя, можно сказать, что СХ в C1 будет хорошим магом для ПВЕ, способным убивать некоторых мобов в один нюк. Имеет большой урон, может БТМиться и вампириться. В ПВП против магов побеждает за счет сала, но отсутствие кэнсела делает его не таким сильным против физ-классов. У СХ хоть и самая низкая скорость произношения заклинаний, но есть аж 3 нюка, которые можно поочередно прожимать, не дожидаясь кулдауна основного нюка. Spellsinger. Очевиднее всего, это будет самый сильный маг в ПВП. Самая быстрая скорость каста позволяет ему раньше других закидывать слип и кэнсел, что часто будет решающим фактором в ПВП. Слип висит 30 секунд и не сбивается дотами, а кэнсел в C1 снимает сразу все эффекты с цели. Качается кэнсел только один раз на 48 уровне и со 100% шансом снимает как бафы, так и дебафы, поскольку в C1 кэнсел игроков и РБ был одним эффектом, а РБ должны были периодически снимать с себя дебаф. Для ПВП против ближних классов у Spellsinger есть скилл Aura Flare, который на C1 не имеет штрафов в ПВП. Из особенностей обновления также можно отметить, что Гидробласт имеет совсем другую анимацию. Она более сложная и в ней больше текстур и мешей. Суррендер воды кастуется медленнее и имеет дальность нюка 600, а также имеет только 2 уровня прокачки, на 40-м 15% и на 52-м 20%.
По мане всегда стоит меньше, чем основной нюк, тогда как в C3 и далее скилл качается до 74 уровня, имеет всегда фиксированную прибавку в 20%, рейндж 900 и кастуется быстрее основного нюка, и имеет одинаковый с ним расход. Яды Спеллсингера, как и у всех магов, не сбивают слип, они очень сильны и качаются после 40 уровня. В ПВЕ возможности СПС одни из худших из магов. Он имеет слабый урон, а значит на убийство мобов придется потратить больше МП и чаще сидеть. Мана-реген в жестких условиях X1 будет не очень полезен. Он имеет максимально 2-й уровень и очень слабый эффект, поэтому трата расходников того не стоит. Кроме того, Спеллсингер лишен АОЕ фарма, ведь имеет только один скилл Frost Wall, и то он работает вплотную к мобам, что на мид-хай контенте приравнивается к самоубийству. Также на C1 у СПС отсутствуют скиллы Aura Bolt и Energy Bolt, поэтому добивать придется сильно стоящими ПМП основными нюками. Нет пассивки, которая регенит МП во время ходьбы, нет АОЕ скилла Aqua Splash, нет оверхита со святой атакой Солнечная вспышка и Солнечное сияние, нет фира. Резюмируя, можно сказать, что Спеллсингер, как и всегда, будет отличным магом для ПВП, способным уделать почти всех за счет быстрого каста, слипа и кэнсела. Однако в ПВЕ его будет довольно тяжело прокачивать из-за слабой атаки и как следствие высокого расхода МП, а также отсутствия нормального АОЕ в условиях C1. Для всех магов важно еще раз напомнить, что их доминация в ПВП будет не такой сильной, как в других обновлениях, а в ПВЕ геймплей будет отличаться из-за отсутствия многих умений. Следующий архетип — это саммонеры. В целом, каждый из них будет довольно спорным классом на C1. С одной стороны, подкупает дешевизна этих классов, ведь они абсолютно не требовательны к экипировке и очень самодостаточны в соло-прокачке. С другой стороны, они имеют довольно слабый потенциал и не востребованы в пати. Прежде чем начинать за саммонеров, нужно знать несколько очень важных отличий в C1. Тут у саммонов еще нет кубиков, нет шотов для питомцев и саммонов. Все саммоны съедают 30% опыта, за призыв забирают сразу всю стоимость в кристаллах, и каждые 20 минут их необходимо перепризывать. Также тут нет саммонов второй профессии, таких как Кай, Мероу и Самаэль. А теперь по каждому классу подробнее. Варлок имеет неплохой и дешевый дебаф проклятие слабости, открывающийся еще на 25 уровне и снижающий 30% физатаки цели на 2 минуты. К тому же по памяти игроков у него очень высокий шанс, и до 44-48 уровней он проходит довольно неплохо. Еще раз повторю, что у Варлока нет кота Кая и, конечно же, королевы с пати-бафом, поэтому в пати вас брать незачем. Однако Варлок относительно неплохо чувствует себя в соло. Он имеет кота с заливкой МП. Это будет очень помогать, поскольку на C1 реген довольно слабый, а маны на хил уходит много. Кот является, наверное, самым интересным среди саммонеров в C1, благодаря уникальному бафу на скорость передвижения питомца. Это существенно повышает шансы в ПВП, ведь как минимум кот сможет добежать до цели, особенно до магов, у которых медленнее скорость каста и они хорошо сбиваются. Также преимущество данного класса в том, что у человека-визарда стихийная магия огня на первой профессии, что облегчит прокачку после 40-го на мобах с уязвимостью к огню. Следующий класс — Элементал Саммонер. Так же, как и у Варлока, у ЕС есть проклятие слабости с хорошим шансом прохождения вплоть до 48 уровня. И есть Единорог, заливающий МП, уникальный баф ЕС — увеличение магической атаки питомца. И он будет вообще бесполезен, так как на каче мы используем коня с МП заливкой, а тот, что бьет магией, забирает 90% опыта. Да и в ПВП урона магии саммон наносит немного, а каст долгий, ведь сосок на питомцев в C1 нет. Коня Мероу в C1 нет, поэтому качаться на массухах не получится, хотя тут и так было бы это мало применимо. Также еще раз повторю, что у ЕС в C1 естественно нет коня Серафима с бафом для пати.
В итоге можно сказать, что в условиях C1 геймплей ZES будет очень сильно отличаться от того, что вы привыкли. На массухах качаться не получится, а в пати вы будете не нужны. В PvP также мало что сможете. Далее рассмотрим Фантом Суммонера. Также довольно неоднозначный класс, имеет низкие показатели скорости каста и кон, что делают его сильно уязвимым к получению оглушения и прерыванию каста. Но главное, у него нет заливающего МП саммона, что сильно просаживает ПМП во время кача, ведь у Shadow на данных хрониках нет вампирика. Уникальный баф ФС это увеличение физатаки, что в теории позволит ему лучше качаться, однако возлагать на это большие надежды не стоит. Резюмируя, можно сказать, что все саммоны будут относительно неплохо качаться в соло, однако геймплей за них будет очень сильно отличаться из-за отсутствия сосок на питомцев и отсутствия ключевых особенностей, которые появятся в будущем. В C1 же это персонажи для сугубо соло игры, ненужные в пати и бесполезные в PvP. Если хотите услышать обзоры других классов, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также буду рад видеть вас в нашем телеграме. Там будут периодически проходить розыгрыши крутых сувенирных пушек из Lineage 2. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. Это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.